Сегодня я покажу вам, как снять ручку дверей BMW X5 E53 кузов. Первым делом нам нужно снять карту дверей. Снимаем верхнюю пластиковую накладку. Всего 4 фиксатора. 1, 2, 3, 4. Далее нам понадобится насадка Torx T20. При помощи насадки Torx T20 нам нужно открутить 4 болта, которые крепят карту. 1, 2, 3 под пластиковой крышкой и 4 внизу карты. Первый болт. Откручиваем второй болт. Находится он у нас слева от ручки дверной. И достаем аккуратно. Следующий болт у нас находится под пластиковой крышкой. Снимаем крышку. И откручиваем последний болт. И снимаем блок управления стеклоподъемниками. Далее нам нужно отщелкнуть 3 разъема. 1, 2, 3. Для того, чтобы отщелкнуть этот разъем, нужно нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. Так же само этот разъем необходимо нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. И наш разъем выходит. И снимаем этот разъем. Блок стеклоподъемника можно отложить в сторону. При помощи пластикового инструмента снимаем карту дверей. В верхней части карты у нас 5 металлических защелок. Далее нам нужно отсоединить пластиковый фиксатор тросика ручки. И утопить вовнутрь. Далее нам нужно снять нижний фонарь в карте двери. Поддеваем его при помощи пластикового предмета и отсоединяем разъем.
Поднимаем карту вверх, выводим ее с защелки. Тросик наш отсоединен. Вот фиксатор троса внутрисалонной ручки. Не забываем отсоединить разъем подсветки ручки. Так выглядит разъем подсветки ручки. Можно снимать карту. По центру дверной карты есть еще один фиксатор. Ответная его часть на дверной карте. Снимается он вниз. Далее нам понадобится снять airbag. Перед тем, как это делать, я рекомендую отсоединить клемму аккумулятора. Ссылку на видео о том, как это сделать, оставлю вот здесь, во всплывающем окне сверху. И откручиваем airbag при помощи 10-й головки. И снимаем шумоизоляцию. Далее нужно отсоединить трос ручки. И отсоединяем фиксатор тросика ручки. Снимаем пластиковую заглушку в боковой части двери. Центральная ее часть и наружная часть. Далее нам понадобится шестигранный ключ. При помощи шестигранного ключа откручиваем болт, который фиксирует нашу ручку. Далее нам понадобится ключик на 8 и откручиваем вот эту гайку. До конца ее откручивать нет надобности. Можно остановиться в таком положении. Далее нам понадобится отвертка плоская. Нам необходимо поддеть в этой части силюмина. Подфиксировать. И выводить вниз пластиковую ручку. Далее нам необходимо провернуть по часовой стрелке ручку и достать с посадочного места. Можно отпускать. Так выглядит посадочная часть ручки. Здесь всего два вот таких паза. Один с одной стороны, второй с другой. Далее нужно снять уплотнители. Под этим уплотнителем у нас еще один крепежный болт. Второй уплотнитель также можно снять. Далее откручиваем крепежный болт, который у нас остался. И придерживаем ручку с обратной стороны. До конца его можно не выкручивать. Необходимо нажать на ручку и вывести. И снимаем ручку. Готово.
Силюминовая ручка снята. Неисправность в этих ручках зачастую вот в этом месте. О ремонте ручки у меня уже есть видео на канале. Ссылочку оставлю вот здесь, во всплывающем окне сверху, и под видео в описании. Далее устанавливаем нашу восстановленную ручку на место. Заводим ее в таком положении. И поднимаем вверх. Заводим ее в посадочное место. Вот наш крепежный болт. И направляющая вот с этой стороны. Фиксируем ручку при помощи болта. Готово. Далее устанавливаем уплотнительные резинки на место. Одна и вторая резинка. Приступаем к установке ручки. Для этого нам необходимо зацепить силюмин, пододвинуть к себе. И в таком положении необходимо заводить ручку в посадочное место. И проворачиваем против часовой стрелки. Готово, ручка на месте. И зажимаем нашу ручку при помощи ключика на 8. Чувствительно поджимаем, достаточно, и устанавливаем личинку замка на место. При помощи шестигранника закручиваем. Поджимаем, достаточно. Сразу можно установить на место заглушку. Наружная часть заглушки и внутренняя. Далее устанавливаем на место фиксатор тросика ручки. Вот он. И фиксируем трос ручки. На месте. Проверяем. Далее устанавливаем шумоизоляцию на место и устанавливаем на место подушку безопасности. И зажимаем. Далее устанавливаем нашу карту на место. Нам нужно выпустить провода наши для подключения блока стеклоподъемников. Далее нам нужно подключить наш трос открытия ручки. Проверяем правильность установки защелки ручки. Вот наша подсветка. И аккуратно подсоединяем. Далее устанавливаем карту и защелкиваем верхние защелки. Далее защелкиваем боковые клипсы.
Подключаем разъемы блока стеклоподъемников. Один. Второй. И последний, третий. Проверяем. И устанавливаем блок стеклоподъемников на место. Аккуратно заводим. Готово. И закручиваем крепежные болты нашей карты. Второй. Защелкиваем защитную крышку. И закручиваем последний крепежный болт. И устанавливаем на место декоративную накладку. И устанавливаем на место плафон подсветки. Устанавливаем разъем. И заводим наш плафон в посадочное место на карте. И защелкиваем. Готово. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Всем пока.